Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить подшипники барабана стиральной машины LG. У меня есть стиральная машина фирмы LG Direct Drive на 5 килограмм. Фирма WD 12390 NDK. Хорошая стиральная машина, но у нее начались проблемы с работой. Она начала прыгать. Для того, чтобы определить, почему она прыгает и виноваты ли в этом подшипники, необходимо проверить их состояние, не без разборки. Необходимо выключить стиральную машину и открыть люк стирального барабана. Потом взять одним пальцем за корпус стиральной машины, а вторым за барабан и попробовать его подвигать вверх-вниз. Вот видно, что плавает весь бак, а барабан почти не имеет люфта. То же самое сделаем сверху. Вроде бы все хорошо. Поворачиваем и проверяем, нет ли люфта в каждом положении. Люфт совсем небольшой, примерно 1 мм. Но для того, чтобы окончательно убедиться, необходимо покрутить этот барабан и проверить, как он себя ведет. Вращаем его в любом направлении. Слышен гул. Это же говорит о том, что подшипник износился и появился гул. Почти как в автомобильном подшипнике ступицы, когда он гудит. В этой машине еще не полностью разбиты подшипники, а только появился гул. Но уже неприятно, поэтому будем менять подшипники. Сначала вынимаем порошкоприемник, нажимаем на центральную кнопку и вынимаем круг весовых креплений.
Вот видно, что подшипник гудит и потерял свои свойства. Будем их вынимать. Поддеваем сальник и вынимаем его со своего места. Видно, что он уже потерял свою эластичность, а сюда попадала вода. Теперь необходимо выбить вот эти два подшипника. Наносим смазку ВД-40.
и ждем откисания. Укладываем заднюю крышку на такую подставку из дерева. И начнем вбивать подшипник. Сначала внутренний, затем наружный. Для этого можно использовать либо такое маленькое зубильце, трубку, или такую удобную лопатку. А еще удобнее использовать такое одностороннее зубильце с утяжелителем. Оно намного усиливает силу удара. Очень удобно. Для выбивания внутреннего подшипника мы вставляем зубильце вот так и начинаем выбивать по кругу. Вот подшипник внутренний вышел. Он имеет такой внешний вид. Ржавый. В общем, уже подклинивает. Необходимо его менять. После этого переворачиваем другой стороной эту крышку. Ставим ее на подставки. И будем выбивать наружный подшипник. Здесь уже намного легче, потому что он не такой ржавый. Сюда попадало меньше влаги. Думаю, что все выйдет. Наружный подшипник поменьше, он имеет лучший вид, но мы его тоже заменим, потому что он может скоро загудеть. После этого мы с помощью мелкой наждачной бумаги почистим посадочные места подшипников, чтобы не было задиров на посадочном месте, если мы их сделали при вынимании подшипника. И после этого с помощью мелкой наждачки почистим вал крестовины барабана. Особенно то место, где будет прилегать сальник, чтобы сюда не попадала вода. И осталось хорошо отмыть грязь с помощью мойки высокого давления с барабана и из внутренней части бака. Когда все части барабана и бака идеально чистые, можно приступить к замене подшипников и сальника. Я приобрел новый комплект подшипников фирмы Whirlpool. Которая имеет модификацию 6206 0625. Также приобрел вот такой сальник, который имеет размеры 9,5 на 12. И консистентную смазку в шприце. Для начала мы смажем посадочное место подшипника с помощью смазки. Это может быть литол или графитовая смазка. Эти новые подшипники фирмы SKF, как видно по маркировке. Теперь необходимо запрессовать подшипники на свое место. Я для того, чтобы запрессовать, использую специальную проставку или старый подшипник. Для запрессовки я воспользуюсь обычным съемником для подшипников, который используется в автомобилях. Помещаем его в это место и закручиваем с другой стороны гайкой до полного погружения подшипника на свое место.
Запрессовываем второй подшипник, смазываем посадочное место. Наружный подшипник имеет меньший диаметр. После этого мы установим на свое место этот сальник. Для этого я воспользуюсь обычной герметиком для прокладок. Хорошо обезжирим посадочное место этого сальника с помощью уайспирита. И нанесем небольшое количество герметика по периметру сальника. И с помощью старого подшипника запрессуем на место сальник. Вот сальник на своем месте. Вытрем остатки герметика по кругу. И начнем устанавливать на место барабан. Наносим небольшое количество консистентной смазки на внутреннюю часть сальника с помощью шприца. И хорошо разравниваем, чтобы не было пустот. И устанавливаем на свое место барабан. Промазываем сантехническим силиконом прокладку по периметру бака, потому что она уже потеряла свою эластичность. Проверим, как вращается барабан. Барабан вращается без гула и без лишнего наката. Фиксируем этот шланг на баке. Подсоединяем на место термостат. Вводим его до упора. И контакты нагревателя. Фиксируем хомутами шлейф к баку.
Устанавливаю на место верхнюю часть двигателя. Устанавливаем болт, предварительно смазывая его фиксатором резьбы, чтобы он не открутился. Затягиваем болт, придерживая от проворачивания барабан. Фиксируем спереди шлейф на хомуты. Проверим работу стиральной машины. И вот стиральная машина работает без проблем, не гудит и не прыгает. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как заменить подшипники на стиральной машине своими руками. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!